Здравствуйте, уважаемые ютуб-зрители. Вас приветствует Андрей Деменков. После довольно продолжительного перерыва предлагаю вашему вниманию очередной дополнительный выпуск. С февраля по май я выложил на канале большой сериал про промышленность досоветской Балтии из 7 частей. Сейчас вы видите ссылку на первую, посвященную общей эволюции промышленности Эстонии, Латвии и Литвы между мировыми войнами. Затем было 6 частей, рассказывающих подробнее об основных отраслях и наиболее интересных предприятиях. Тем, кто еще не смотрел тот выпуск, рекомендую выделить на это время. Даже если вы более или менее в теме, гарантированно узнаете что-то новое для себя. Было очень много комментариев, особенно к первой части. Некоторые из них мне дали повод для пояснений и дополнений к теме, которые, полагаю, будут интересны широкой аудитории. В открытый доступ видео поступает в июле, но спонсоры проекта увидят его раньше. Дата предоставления доступа определяется уровнем платной подписки. 3 и 4 уровни получили такую возможность первыми, сразу после загрузки. Хотите быть в числе первых зрителей моих выпусков и получить еще кое-какие преимущества, став спонсором классного проекта, не стесняйтесь, выбирайте подходящий уровень и оформляйте платную подписку. Если пока еще не готовы на столь близкие долгосрочные отношения, но все же имеете желание поддержать канал, можно попробовать свои силы разовым донатом. Все ссылки найдете в описании этого видео. А я перехожу к комментариям. Начинаю с по-своему шедеврального текста. По вполне понятным причинам не буду его зачитывать. Кто-то на моем месте вообще снес бы этот хамский комментарий к чертям. Но у меня высокий уровень толерантности. Я понимаю, что подобные люди, если запретить им высказываться привычным для них способом, смогут только мычать. И значительная часть комментариев просто не появится. А иногда все же полезно иметь живое напоминание о существовании такой аудитории. К тому же этот текст – прекрасный образец полной гармонии в демонстрируемом уровне знаний, интеллекта, воспитанности и соответствующей всему этому лексики. В комментариях товарищи уже намекнули, что он несет чепуху. Но это мало кто видел, а тема, полагаю, многим будет интересна. Представление о том, что в жизни все просто, нужно только взять все и поделить, и настанет эпоха справедливости, а если посмотреть по потреблению электроэнергии, то можно вынести приговор любой экономике, оно ведь довольно распространено в определенных кругах. Про якобы существующую тесную связь между потреблением электроэнергии и общим уровнем развития экономики я слышал от подобных экспертов от САХИ неоднократно. Хотя это несусветная глупость. Причем, чтобы понимать это, не обязательно хорошо разбираться в экономике. Достаточно просто уметь мыслить логически. Итак, смотрим на таблицу. Здесь я собрал статистику потребления электроэнергии на душу населения по странам Балтии и ряду близких европейских государств в 2023 году. И присовокупил размер ВВП на душу населения по данным Международного валютного фонда. Не волнуйтесь, с учетом ППС. Впрочем, второго можно было бы и не делать, настолько все очевидно. Неужели Эстония развитие Дании и в 1,5-2 раза превосходит Литву и Латвию? В реальности-то у Литвы и ВВП, и объемы промышленного производства на душу с учетом ППС уже выше, чем у Эстонии. Но посмотрите на лидеров – Исландию и Норвегию, которые занимают, соответственно, 1 и 2 место в мире по потреблению электроэнергии. Они в несколько раз развитие Ирландии, Нидерландов и Дании? Такое вообще возможно? Апологеты теории о том, что потребление электроэнергии – показатель уровня развития экономики, попросту невежественны и не понимают, что экономики разных стран устроены очень по-разному. Если упростить картину до безобразия, в верхних строках таблицы находятся страны, чрезвычайно богатые дешевой электроэнергией, получаемой в основном на ГЭС, на основе которой создали очень энергоемкое, мощное производство алюминия, ферросплавов, целлюлозно-бумажной продукции. А в нижних строках расположились те, у кого нет такого изобилия, и они больше развивают иные, не очень энергоемкие отрасли или вообще потребляющие минимум энергии. Например, производство электротехники и радиоэлектроники, финансовые услуги, туризм. Также и в Эстонии производство более энергоемкое, чем у более развитых стран с меньшим потреблением электроэнергии. К примеру, в числе крупнейших потребителей энергии завод по производству редкоземельных металлов Силамяя и целлюлозное предприятие Вкунда, которое последние года 3 работало с перебоями из-за высоких цен на электроэнергию. А теперь вернемся в 1930-е. Смотрим на эту таблицу. Но, как видите, Дания и в ту пору, хоть и опережала Латвию по потреблению электроэнергии, вовсе не демонстрировала какого-то невероятного превосходства, о котором заявил в своей специфической манере автор показанного в начале комментария.
Более того, Дания куда сильнее уступала Финляндии, которая по ВВП на душу по большинству оценок лишь ненамного превосходила соседнюю Эстонию, а по некоторым даже чуть уступала. Во-вторых, значит ли столь малое потребление электроэнергии в Литве, что она была на порядок менее развита, чем Латвия и Эстония? Конечно, нет. Да, она, несомненно, отставала, но большинство исследователей считают, что разница составляла примерно треть, а это никак не коррелирует с потреблением электроэнергии. К слову, в ту пору еще смешнее было сравнивать экономики по потреблению электроэнергии, чем сегодня. Потому что шла смена энергетических основ. Электроэнергия даже в развитых странах внедрялась очень неравномерно. Скажем, за счет чего Литва компенсировала слабое распространение электроэнергии в промышленности. Там дольше не уходили со сцены водяные и ветряные мельницы, а главное – паровая тяга. Доски из бревна, распиленного на водяной мельнице, и электропилой совершенно одинаковые. Да, электротяга стабильнее, управляемее и в конечном итоге экономически эффективнее. Поэтому электричество в итоге завоевало мир. И все равно многие без него довольно долго обходились. К примеру, на текстильной фабрике Lower Hayes Mill в Великобритании для привода каландра, разновидности пресса, использовался паровой двигатель, построенный компанией Robbie & Co. в 1913 году. Вы видите на экране именно его. Он оставался в эксплуатации аж до 1995 года, после чего был перемещен в музей. Да что там, до 80-х по железным дорогам Великобритании ходило немало паровозов. И чтобы расставить последние точки над «и». Дания в конце 1930-х, конечно, была развитой Латвией, как-никак одна из передовых стран Европы. Тем не менее, Латвия с Эстонией по большинству современных оценок относились к странам со средним уровнем развития, наряду с Финляндией и Австрией, например. Литву причисляют к менее развитым. Тем не менее, по ВВП на душу населения, как считается сегодня, она соседствовала с Испанией и Португалией, превосходя такие страны, как Румыния и Болгария. А по некоторым оценкам и вовсе почти не уступала Эстонии. Что с моей точки зрения чересчур оптимистично, поскольку литовская промышленность все же явно была ощутимо слабее. Я специально привел разные таблицы и иллюстрации, чтобы показать, насколько различаются расчеты уровня экономического развития стран Балтии и прочих государств между мировыми войнами. К примеру, в последней таблице приведены наиболее пессимистичные оценки уровня развития Эстонии и Латвии и наиболее оптимистичные для Литвы. Обратите внимание на место СССР, который, если верить советско-российским мифам, якобы нес отсталым Эстонии, Латвии и Литве прогресс и процветание. В общем, вопрос закрыт. Если у вас до сего дня еще были иллюзии насчет того, что сравнивать уровень экономического развития можно по потреблению электроэнергии, попрощайтесь с ними. И идем дальше. При прочтении этого комментария мне сразу же вспомнилась фраза из знаменитого анекдота: «Так вам шашечки или ехать?» 14 чел умножить на 244 завода равно 3500 чел. То есть что-то около 14 чел на одном кирпичном заводе. Это как? Это какие-то полукустарные заводики с маленькими печурками? Вы ничего не попутали? Нет, ничего я не попутал. Почему-то многие люди считают, что промышленное предприятие обязательно должно занимать хотя бы гектар и иметь не меньше сотни работников. Ну, это как минимум. Настоящий завод, конечно, гораздо больше, у него еще парочка чадящих на всю округу труб. Это представление тянется из советского прошлого, где всем заправляло государство, которому было проще построить несколько гигантских однотипных комбинатов на отрасль, я не особенно утрирую, по некоторым видам продукции примерно так и было, чем заниматься массой разнообразных средних и тем более мелких предприятий. Здоровая рыночная промышленность устроена иначе. Вскоре я публикую переработанный ремейк старого выпуска про современную обрабатывающую промышленность стран Балтии. Там подробнее буду об этом говорить. А сейчас просто приведу показательную статистику. В среднем по Евросоюзу микропредприятия с числом работников менее 10 составляют свыше 80% от общего количества в обрабатывающей промышленности. Роль их в общем объеме производства значительно ниже, тем не менее экономический вес все равно весьма существенный. Это сегодня, что уж говорить про первую половину 20 века. Что до литовских кирпичных заводов, 3/4 из них в 1930-х вообще были сельскими. Это специфика отрасли. Производство обычно привязано к месторождениям глины, которых довольно много в странах Балтии, но большинство небольшие или совсем мелкие. Скажем, в какой-нибудь деревне в чьей-то земле есть немного глины.
Эти крестьяне организуют крохотное кирпичное производство, которое может обеспечивать продукцией ближайшие окрестности. Чаще всего это даже не главный бизнес, а вторичный, подработка, причем сугубо сезонная, летняя. Начерпали глины, нарезали из нее кирпичей, выложили на солнце сушиться и пошли заниматься другими делами. Да, многие такие производители даже не обжигали свой кирпич. Производство кустарное, но продукция вовсе не низкокачественная. Более того, некоторые мелкие производители выпускали самый дорогой и наиболее качественный кирпич, который в больших количествах никто просто не мог купить. Обычно такие производства действовали при монастырях. Например, в местечке Рокой уже в начале 17 века имелась основанная монахами небольшая кирпичная мастерская, в которой изготавливали кирпичи и черепицу высочайшего качества для собственных церковных нужд и частично для продажи. К сегодняшнему дню это хозяйство выросло в современное предприятие Роки Керамика, но некоторые до сих пор сохранили традиционное микропроизводство. Так что не стоит недооценивать даже самых малых производителей. Они могут порвать все ваши шаблоны и сильно удивить. Иногда к моим видео пишут вот такие комментарии. Хорошо бы ссылки указывать, из каких источников брали информацию. Спасибо. И второй такой. Мне, как жителю Латвии, очень интересно слушать, но хотелось бы знать ссылки на источники информации, иначе это будет напоминать российскую пропаганду. Спасибо. Что интересно, оба процитированных комментария написаны к первой части выпуска о досоветской промышленности в странах Балтии, в которой я называю как минимум 3 источника. На 36-й минуте даю таблицу доли Клайпеды в отраслях литовской промышленности в 1939 году и указываю, откуда она взята. Но это пока Клайпеда была в составе Литвы. Весной 1939-го она вновь отошла Германии, унеся с собой примерно 30% литовской промышленности, свыше половины деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, 44% текстильной. Это только те отрасли, в которых вес маленького края был особенно велик. На 38-й минуте даю таблицу по доле участия во владении эстонскими предприятиями в 1936 году государства, предпринимателей эстонцев и неэстонцев. По этому показателю в 1936 году 13% предприятий принадлежало государству и местным властям, 29% эстонцам, 49% неэстонцам, еще 9% приходилось на предприятия со смешанным капиталом. Там же четко, как видите, указан источник, откуда взята таблица. Наконец, на 45-й минуте привожу скриншот из латвийского статистического справочника, озвучив его название. В статистическом сборнике Latvijas Statistikas Atlas 1938 года издания можно видеть это разделение. Темные человечки – те, кого относят к заводским работникам, светлые – кустари, но промышленные. При работе над выпуском я немало использовал информации из 2 последних источников. Казалось бы, берите и смотрите. Они есть в интернете. Товарищу из Латвии особенно полезен был бы упомянутый мной статистический атлас по Латвии 1930-х. Там большой массив данных. Но то ли эти зрители не досмотрели до последней трети видео, то ли что-то еще помешало им, не знаю, гадать не буду. Вместо этого объясню ситуацию с источниками. В каждом видео я использую десятки самых разных источников. Чтобы составить одну сводную таблицу по 3 странам, порой приходится перелопатить горы информации. Ведь нужно еще представить зрителям достоверные сведения из достаточно авторитетного источника. Там, где это необходимо, если я полностью кого-то цитирую или беру у него готовую иллюстрацию, я обязательно указываю авторство. Но я не собираюсь ради пары-тройки зануд, которые, к тому же, как вы могли убедиться, порой не отличаются особой внимательностью, делать дополнительную большую работу, составляя списки источников. Более 99% зрителей смотреть их не будут по определению. Мои видео – публицистические выпуски, а не научные диссертации. Если вы не готовы доверять тому, что я рассказываю, причем периодически там, где это необходимо, все же указывая часть своих источников, быть может, не стоит мучиться сомнениями и лучше просто отказаться от просмотра. Но раз уж я заговорил об источниках, всем тем, кто действительно хочет расширить кругозор, могу порекомендовать профессора Вильнюсского университета Зенонаса Норкуса, которого несколько раз в своих выпусках уже упоминал и цитировал. У него много работ по экономической истории стран Балтии, написанных как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими авторами. И значительная их часть посвящена именно всем 3 странам вместе, сопоставительному анализу, что встречается не так уж часто. Многие из них есть в интернете, в открытом доступе. Например, вот это исследование, которое вы видите сейчас на экране. Кое-что из него я использовал при работе над выпуском о досоветской промышленности стран Балтии.
И таблицы по ВВП сегодня приводил оттуда же. Итак, выпуск подошел к концу. Надеюсь, он был вам интересен и чем-то полезен. Вы не зря потратили на него четверть часа своего драгоценного времени. Раз так, поделитесь им с друзьями, а сами подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ведь впереди вас ждет много новых познавательных выпусков. И самый ближайший – большой сериал о современной обрабатывающей промышленности стран Балтии. Да-да, о той самой, которой по заверениям российской пропаганды и ее зомбированных потребителей в Эстонии, Латвии и Литве почти не осталось, а скоро не будет совсем. Как я уже сказал ранее, это ремейк прошлогоднего выпуска, у которого, к сожалению, большие проблемы со звуком и не самое лучшее оформление. Но даже если вы его смотрели и все расслышали, все же рекомендую посмотреть и новую версию. Я основательно доработал и обновил более свежими данными исходный материал. А оформление и вовсе в корне изменил. Так что и вам, уверен, будет интересно. До скорой встречи!